Всем привет, с вами Дэн. Получилось тут заскочить в Best Watch и взял специально вам показать несколько новинок Spinnaker и Swiss Military. И давайте вот с этой вот лапулечки прям начнем в большой коробке раскрывать, смотреть, знакомиться. TSA их линейка. Значит, здесь инструкция, гарантийная карточка и, конечно, вот такой вот кейсик. Так, давайте открывать. Опа. Ну, Тесей это в честь итальянского подводника. Тезей, да, давайте смотреть. Вот она, вот эта красота. Кстати, здесь еще вот такая прикольная вставочка есть. Но главное, конечно же, часы. Видите, в комплекте есть еще и ремешок дополнительный. Инструмент для замены того самого ремешка. И вот здесь есть еще такой у нас тканевый натовский ремешок. И мне кажется, это правильно, потому что к этим часам хочется много всего пробовать. Они прям вот, они хороши, да. Мне нравится. Сейчас давайте пленочки снимем и будем с ними знакомиться. Ой, хорошо, слушайте, раскрыл все, сейчас будем смотреть. И вот это, кстати, лимитка. Всего 100 штук такого цвета, 44 номер вам показываю. Модель называется Spinnaker TZA Forget Carbon, то есть здесь кованый, да. У нас карбон идет по корпусу. Безель на 120 кликов. Безель уже стальной с покрытием. И мне нравится, что он такой полностью черный, хорошо сочетается с карбоном. Разные версии есть этих часов. Я вам потом в конце покажу еще одну версию. Классно, мне нравится. Значит, карбоновый корпус, да, стекло сапфировое, слегка возвышается над корпусом. 300 метров водозащиты. Суперлюминовая на метках, стрелках безелей здесь имеется. Тоже вставочку обязательно сделаю. Сейка NH35, рабочая лошадочка у нас на задней крышке. Здесь тоже, кстати, индивидуальный номер есть. Да. И ремешочек у нас каучуковый. И цена, по крайней мере, на момент записи ролика 55 тысяч рублей примерно. Да? Ну, от 55 тысяч примерно. А ссылки все оставлю в описании к этому видосу. Давайте сейчас быстренько по размерам. Значит, 43 у нас по безелю, высота 16,4. Ну, тут вот защита приличная, да, так что 22 по ремешочку, так что можно будет ставить что угодно стороннее, если захотите. И 52 от ушка до ушка. Значит, мое запястье 18,5. Слушайте, класс. Вот это сочетание, здесь карбон, да. Кстати, есть гелевый клапан еще с боковой части. Так вот, это сочетание карбон плюс белый ремешок, это прям на лето, вот прям сейчас их носить, а. Красота вообще. И знаете, что еще нравится? То, что они достаточно тяжеленькие, ощущаются в руках, и нет вот этого ощущения, когда вот, ну, из карбона часы иногда бывают такие достаточно легкие, да, а здесь прям вес имеется, потому что и задняя крышка стальная, и, собственно, безель стальной, так что класс. Блин, мне прям зашло. И нравится это сочетание, что белые цифры, белые стрелки, белые метки, с люминовые, тоже с ремешком. Прям супер сочетание. Ну и сами видите, здесь тоже белый ремень. Вот белое, короче, этим часам прям подходит, да. Можно, конечно, разное пробовать. Можно и черный поставить, тогда будет такой all black. Но белое вот сочетание максимально крутое. Очень нравится. Так, давайте посмотрим еще по весу. Говорил, что да, 121, 122. Так что приятная тяжесть здесь имеется. И хорошо очень сделан корпус, так прям необычно. Безель чуть более яркий, да, чем корпус, так немножко выделяется. Класс. И циферблат тоже здесь карбоновый. Нравится. Да, и, кстати, карбон цифру тоже такую фактурочку задает. Прямо интересно смотреть. Он не однотонный, да, у него есть вот эти некоторые перетекания, да, как будто бы. И очень хорошая читаемость, потому что все прям такое максимально контрастное. И вот, кстати, еще одна версия, специально вот вам показать, да, для сравнения. Здесь в стали вариант, а безель, вставка в безель как раз из карбона. Вообще по-другому воспринимается, вообще по-другому смотрится. Тоже, кстати, прям очень интересно, очень необычно. И мне вот эти сочетания материалов прям нравятся. Они
Spinnaker молодцы, они делают вот что-то то, чего еще никто не делал, насколько я знаю, да, чтобы такая вставка была в сочетании со сталью. Может, где-то есть, но вот здесь мне прям нравится. И здесь белый циферблат тоже по-разному немножко смотрится, по-разному воспринимается. Если карбон у вас как-то, да, противит, то почему бы, собственно, не посмотреть на версию в стали. Но, честно говоря, мне больше зашла черная версия, она прям бомбяу, вау, супер стали, окей. Тоже хорошо. И своего покупателя, как мне кажется, и одна, и другая версии, конечно же, найдут. Ну, а мы давайте с вами уже переходим к еще одной новиночке от Spinnaker. И еще одна, значит, новиночка, уже совсем другого толка. Это Spinnaker Hull. Линейка довольно-таки у них обширная. И эта версия Lapidary называется. Давайте смотреть, скорее открывать коробочку. Опа, а? Какая красотулечка-то. Здесь прям малахит у нас. Так, пленочку снять. Все снять и продолжить. Да, слушайте, класс. И тоже интересное сочетание. Вот они играют прям с материалами, они играют с цветами, и это здорово. Это прям такая пионерия, я бы сказал. Значит, здесь титановый корпус, безель и заводная головка с подкрытием такого под бронзу, бронзового цвета. Это интересное решение. Сапфир с внутренним антибликом, 200 метров защита. Внутри, значит, сейка NH35, все лимитки по 200 экземпляров. Суперлюминова на метках-стрелках и разные версии циферблатов. Я вам еще две модельки покажу для того, чтобы было интереснее, было понятнее. Но вот в данном случае у меня как раз малахит, да. Очень такие, очень душевные, слушайте. А тут безель даже у нас с кликами и есть точка, так что можно даже замерять при желании. Хотя он такой вот как бы безель лысый, да, но при этом при желании он функциональный. И это хорошо. Матовый полностью корпус, ну понятно, здесь титан. И вот такой титан с покрытием под бронзу. Кстати, зеленый ремешок прям идет под малахитовый циферблат. Накладные метки, стрелки характерные для этой линейки. Слушайте, ну прикольно, прикольно, интересно. И окошко даты, кстати, контрастное, сделали черное. Так, значит, по размерчикам давайте быстро пройдемся, подушечку нашу измерим. 41, высота. Стекло чуть возвышается над корпусом, где-то на миллиметр, наверное. 15,5. По ремешку 22, так что можно при желании сторонний ставить вот этот вместо этого каучукового, например, и 50 от ушка до ушка. Ну и что тут с моим запястьем, да? Слушайте, интересно, интересно смотрится, аккуратно, достаточно длинные ушки, поэтому смотрите, здесь на среднее все-таки и на крупное запястье эта модель. И мне прям нравится этот зеленый. Зеленый вот с желтыми метками. Прям очень интересно сочетается. Очень необычно. Опять же, такая хорошая, яркая летняя модель. И вот, опять же, не встречал таких сочетаний. Круто. Круто. Слушайте, прям хорошо. Очень теплые такие душевные ламповые часы. Значит, вес 98-99, да, они не тяжелые, тем более ремешок здесь, ну и тем более титан. И вот, кстати, еще две версии хочу показать. Вот эта голубая, да, бирюзовая, тоже фактурочка такая по циферблату, очень интересно идет. И здесь синий с синим сочетается, класс, тоже титан, естественно. И вот версия Onyx черный. Onyx это всегда прям такой густой, глубокий циферблат. Посмотрите, даже вот... кончик секундной стрелки, да, с противоположной стороны, контрбаланс, он даже отражается в этом циферблате, вообще класс. Оникс черный, прям такой густой, но очень сочный, очень такой прям фактурный. Тоже нравится, класс. Вот все три цвета, все интересные и все со своим собственным характером. Напишите обязательно в комментарии, какой вам больше понравился. Давайте сейчас чуть более детально посмотрим циферблат. Ну да... Интересно, конечно. Цифр прям необычно красиво. Так, вот у нас корпус, ZG. Ну и здесь тоже лимитка, тоже индивидуальный номер на этой модели имеется. И что касается цены, то 40 тысяч рублей за такую модель. Ну а теперь давайте Swiss Military by Chrono. Так, новиночки тоже. Вот он. Это, кстати, очень интересная модель. Она идет на солнечной подзарядке.
Здесь внутри стоит ROM, да, насколько я понимаю, 215, так что зарядка от солнца, до 8 месяцев запас хода у этой модели, 100 метров водозащиты, сапфировое стекло, стальной корпус, суперлюминовая, на метках и стрелках, и цена плюс-минус где-то 49 тысяч рублей на момент записи этого ролика. Давайте более детально знакомиться. Итак, значит, модель Solar Power, да, и какие интересные здесь наплывы с одной и с другой стороны, где защита заводной головки, а здесь противоположный тоже такой как контрбаланс. Интересно, кстати. Ну, по безелю здесь получается 41,6, в этой самой широкой части, конечно, будет больше. 44 практически. Высота у нас 11,8, браслет на 22. И от ушка до ушка достаточно длинные ушки, 49 здесь. Да. Ну, размеры вполне себе универсальные. Да, по посадке очень даже удобненько. Нравится, кстати, вот то, что здесь такая длинные ушки, и первое звено, оно как будто ступенька идет. Потом, кстати, очень аккуратно. Здесь нет ни браслет нигде не топорщится, не торчит. Удобный браслет на запястье. Да, он такой сбитый, плотненький. Все сатинированное, все матовое. Ну, для дела, в общем-то, часы предназначены. Интересно, кстати, многоуровневый циферблат. Здесь центральная часть, потом ступенька идет, где метки идут часовые, и разметка минутная на боковой части скошенной ранты. Кстати, удобно, потому что циферблат получается такой более чистый, что ли. И крупные массивные стрелки. С читаемостью здесь вообще никаких проблем нет. Как мне кажется, вот такая очень-очень универсальная модель. Спорт, ну и плюс солнечная зарядка классно. Есть система быстрой замены браслета, и здесь сзади прямо даже написано официально лицензированный продукт Швейцарской конфедерации. Вот так вот. Слушайте, хорошо, прям хорошо. Интересная новиночка. Так. 169 грамм. Ну, как сказал, цена на момент записи 49 тысяч рублей. Такой спорт, дайвер, в общем, универсал. Ну и что у нас здесь? Да, очень все лаконично, никаких украшательств нет, и это хорошо. Единственное, где здесь есть зеркальная полировка, это грани по безелю и сама заводная головка. Ну и браслет, очень приятный браслет. Да, хорошо, хорошо. Еще одна модель Swiss Military. Здесь открытый баланс и такой густой-густой зеленый цвет. Сейчас распакую и продолжу. Итак, значит, такая нехарактерная, кстати, модель для Swiss Military. Мне кажется, раньше такие не встречались, хотя могу ошибаться, но безель такой под блампа, очень интересно. И в целом, да, такая и разметка тоже под 50 Fathoms. И открытый баланс. И мне даже, знаете, я небольшой фанат открытых балансов, но вот в этом варианте, когда вот такой с зелененьким, здесь золотистый, прям такие праздничные, я бы сказал, модель. Называется Automatic Dive, да, автоматическое погружение, открытый баланс, 200 метров защита, суперлюминовая на метках-стрелках, сталь плюс PVD золотистая, стекло сапфировое, Sellita SW200, насколько я понимаю, здесь версия Open Heart, да, открытый баланс в дайверском стиле модель. И цена примерно 100 тысяч рублей. То есть у нас это уже идет механика. Кстати, мне знаете, что интересно? Интересно прям сразу вот понять, здесь безель. Здесь безель сапфир или стекло. Так, стекло у нас сапфир, безель. Безель тоже сапфир, красавчики, все правильно сделали, чтобы не царапалось и не билось. Отлично, ну-ка безель. О, хороший, четкий. Он причем гладкий, кстати, он нигде царапаться, нигде ничего там мешать не будет. И, кстати, хват неплохой, с учетом того, что даже вот он такой гладенький безель. По размерчикам давайте, значит, 41,6 диаметр, высота 13,9, ремешок на 20. И от ушка до ушка 48,6. Ну, такие универсалы, я бы сказал. Да, удобно. Слушайте, ну вот это красивый оттенок, конечно, прям хороший. Сочетание цветов классное. Да, необычная для них модель, но прям зашло. И очень приятно опять, как вот браслет в этой месте крепления. Здесь все прям аккуратненько, так красиво. Еще вставочки тоже здесь такие золотистые. Ну, для яркости, да. Кому-то нравится, кому-то нет, но под такие выходные часы почему бы нет. И запас по браслету отличный, сантиметров 6. Так что на любое запястье подойдет.
Здесь, значит, прозрачная задняя крышка, да, Swissmade, все такое. И по весу они, кстати, такие чувствуются. Чувствуется вес 178 грамм практически. Но приятный, я бы сказал, приятный вес. Давайте чуть более детально глянем циферблат. Так, открытый баланс. Здесь у нас все симпатично. Стрелки, градусники, накладные меточки, такие прям объем, рельеф, безель. Да, слушайте, ну тут все приятненько, все на высоком уровне. Ну и здесь можно посмотреть на механизм. И также хочу вам показать еще два спортивных хронографа. Вот так они называются. Спортс-хронограф, да. Две версии, причем в одной линейке они, но посмотрите, какие они разные, да. И у нас получается, здесь идет такой синий-коричневый хронограф. И вторая модель такая золотисто-серебристая. У них начинка одинаковая, да. То есть кварц Ронда 5040D, малая секундная стрелочка в этом хронографе идет, люминофор, 100 метров водозащиты, сапфировое стекло. И по цене, значит, версия с безелем 47 тысяч рублей, версия без безеля, да, лысая, так сказать, 45 тысяч рублей. Сталь с PVD здесь. Давайте сначала начнем с правой модели, которая у нас в дайверском таком стиле сделана. Значит, безель. Безель хорош, гладкий, здесь тоже ничего не цепляется, и пользоваться им удобно. Накладные метки такие блестящие, и в целом, смотрите, лучистый циферблат, и такой контрастный идет коричневый. Кстати, очень интересное сочетание, голубой, небесный такой основной цвет циферблата, и дальше идет коричневое. Редкое сочетание на самом деле. Значит, хронограф мы запустили, и здесь получается у нас, что идут доли секунды идут, потом, собственно, секунды, и потом 30-минутный счетчик еще есть. Ну и основная секундная стрелка на манеже у отметки 2 часа, а стрелка хронографа идет вот у нас красная. Да, давайте остановим и сбросим в ноль. Безель здесь с алюминиевой вставкой, браслет юбилейный, да, такой, кстати, мягкий, очень мягкий такой, прям приятный браслет. Хорошо сделано. На задней крышке что тут основные характеристики идут. И давайте по размерчикам пройдемся. По безелю у нас 43. Высота 11,6. По браслету 22. Ну и от ушка до ушка 47,5. Достаточно крупненькая такая модель, на моем запястье окей, на среднее и на крупное запястье. Слушайте, ну сочетание цветов прямо интересно. И на браслете эта модель хороша, да. Есть, кстати, еще и окошко даты для тех, кому постоянно требуется дата. И по весу на полном браслете у нас, значит, 160 грамм. Ну, они такие приятные, и браслет этот не тяжелый. И, кстати, еще хотел вам показать, сколько тут про запас. Да, прилично, опять же, 6 сантиметров. Не экономят на браслете, и это, знаете ли, хорошо. Да, лучистый циферблат, кстати, очень приятно сделано. С душой, я бы сказал. Очень приятная моделька. Сочетание цветов прям нравится. А здесь у нас уже такая более лаконичная с одной стороны, с другой стороны здесь больше золотого. Да, есть кто вот любит, когда есть такие нотки, но может быть без перебора. Да? И в этой версии у нас золото добавлено и по звеньям браслета, и здесь на циферблате много золотого. По хронографу здесь то же самое, да, то есть такие же счетчики, такая же, соответственно, система использования этого хронографа. Тоже достаточно длинные ушки в этой версии, но сама моделька поменьше. Сейчас мы посмотрим, давайте, что у нас получается. Если по безелю 40, да, она более универсальная. 10,8 высота. По браслету, так, стоп, по браслету 20. И от ушка до ушка 46,6. Да, меньше модель. На запястье, соответственно, вот таким образом у нас получается посадочка. Тоже удобный браслет. Вот здесь вот в плане, знаете, вот все модели, которые сегодня показал от Swiss Military, очень удобные браслеты. Именно вот в посадке. Хорошо сделано.
Матовый. Кстати, интересно, что они не стали ничего такого прям здесь делать полированного, все матовое, а за яркость, да, за блеск отвечают как раз вот эти все золотые вставки. Интересное, кстати, и я бы сказал, лаконичное решение. То есть, если хотели попробовать что-то вот с вкраплением золотого, то, собственно, как мне кажется, именно вот неплохой вариант для этих целей. 138 грамм по весу, да, они легче, они чуть более универсальные. Ну что ж, на этом все. Вот такие вот модельки, такие новиночки вам показал. Пишите обязательно в комментариях, что больше понравилось. А на этом у меня все. Всем пока. С вами был Дэн. Увидимся.